Георгий Иванов. Для художника самый страшный враг – это соратник, соперник. Вот и вся кухня. Интересное утверждение. Давайте вместе поразмышляем на эту тему, друзья. Ну вот сколько выставок прошло, и мы как-то друг другу помогали организовывать выставки. Какие-то группки, команды объединялись по ощущениям, вот где, с кем тебе хорошо, да. Совсем сначала я горевал, когда у друзей покупали работы, а у меня нет. Я потом понял, что ко мне присматриваются. И вообще за художниками публика, которая покупает работы коллекционера, не следят и не сразу готовы, что называется, прям раскошелиться. Они смотрят год, два, три, может быть, как он себя ведет, что нового показывает. Не торопится. Вот в Америке так, ну и у нас тоже. Ну, 2-3 я загнул, но полгода-год это точно. За себя могу говорить. Я друзей не ощущал врагами, соратников, соперников. Просто, смотрите, какое дело. У каждого своя аудитория, свой покупатель, свой интересант. Вот кому вы интересны. Если у ваших врагов, соперников, соратников покупают работу, а у вас нет, ну почему он стал сразу врагом-то? Просто у него нашлась аудитория, которой он интересен. Вот и все. Вы ждите свою аудиторию. И давайте вот просто рассуждать. Вот вы объединились, например, я не знаю, ну с соратником, или там 3-4 человек и сделали выставку. Это одна история. И сделали выставку вы один. К вам пришли ваши, ну, почитатели, да, вашего таланта. К ним пришли их почитатели таланта. К каждому свои. И когда вы показываете, ну, групповую выставку, они же объединяются. Почитатели таланта вашего врага вдруг смотрят: ба, Георгий Иванов, да он вообще очень интересен мне даже. А у него своя аудитория, и вдруг она перекинулась на вашу. А ваша на него, да. Например, у вас почитателей, ну, скажем, самое маленькое количество, 100 человек, ну, пришли на выставку, чтобы покупать, прям в очередь стоят. У Иванова у вас, да, 100. И у каждого по 100. Получается, это 400, если 4 вас в выставке. И они все тусуются и смотрят на работы всех ваших врагов. И все сразу становятся друзьями. Прошу помощь зала, друзья, что скажете? Неужели я не прав? Ну, как-то вот я с этим сталкивался. Были, конечно, ребята, которые так вот, ну, подрагивали, когда там, извините, приезжал там коллекционер, например, из Америки, у меня там, всю вообще, все, что на выставке, еще домой приехал, заехал. Ну, а у них нет, они переживали. Ну, я как-то старался, как могу, помочь. И водил его к ним, чтобы показать их работы. Елена Ф. А какие краски темпера посоветуете купить? Так и называется темпера. Ну вот у меня мастер-класс темпера. Мне очень нравится. Если вы за рубежом живете, там могут не писать темпера, там могут писать гуашь. Но если есть возможность заказывать мастер-класс, они профессиональные и очень мне нравятся. Темпера отличается от гуаши тем, что в ней больше клея ПВА, немного больше. И поэтому вы кладете, она подсыхает, следом кладете, уже не смешивается с предыдущим слоем, и все так писать очень хорошо. А гуашь смешивается. Маргарита Пасмор. Спасибо, Маргарита, за то, что ты написала такой чудесный пост, ну, в комментарии к YouTube, к одному из моих недавних видео. Это для тех, кто поздно начинает заниматься искусством, рисованием, вот их охватывает эта страсть. Но вот это для вас. Сезанн родился в 1839 году и почти всю свою взрослую жизнь занимался так или иначе живописью. Его преследовало непонимание современников. Даже после его последней прижизненной выставки в 1906 году его считали таким чудаком от искусства. И лишь один меценат, увидел в его живописи то, что сейчас имеет мировое признание. Всего несколько лет, не более 10 последних лет его жизни, он был знаменит. Поздно ли начинать в 50?
Поздно – это когда ты помер. Я провожу свои классы для тех, кто хочет заниматься живописью, кто не боится возраста, не боится, что его не поймут, кто-то там близкий, не близкий, не боится, что он не успеет достичь успеха. Ну, давайте пробовать, давайте заниматься. Вот сколько отпущено, столько отпущено. Но давайте посвятим каждый день тому, что ты хочешь достичь, да, в искусстве. Посвятим наработке мастерства. Неизвестно, кто вперед к финишу придет. Последний может оказаться первым, кто усердно работает. Еще раз для тех, кто недавно присоединился ко мне, может быть, не видел прежние ролики, я набираю группу. Осталось 4 дня до завершения набора этой группы на новый курс. Называется «Уходящий день», когда мы пишем, учимся писать самые красивые состояния природы. Это уходящего дня. Вот как сейчас все окрашивается золотом солнца. И как эти работы сделать светоносными, наполненными светом, об этом курс. Он состоит из 7 уроков. И я приглашаю вас на первый бесплатный урок, такой теоретический, на моем сайте. Заходите, и вы познакомитесь и с курсом, и с тем, я выкладываю довольно много своих работ, написанных именно в таком состоянии. И ввожу, по сути, в курс дела. Какие задачи ставятся, как, на что обратить внимание. Я показываю по-разному написанные работы этого уходящего дня. Ну, короче говоря, приглашаю вас, и давайте двигаться вместе. Не отставайте, а я буду рядом. В течение 4 месяцев будет этот курс. Есть возможность обратной связи, разбора ваших работ, исправления ошибок. И, в общем, мы движемся дальше. В конце ролика я покажу некоторые отзывы тех людей, которые уже работали на моих курсах, и покажу некоторые их работы. Тетерев, 777. «Начинай писать от самого тебе понятного», — говорил мне преподаватель. «Хоть от полутона или правого угла холста вместе с тенями и бликами, если сразу увидел его место в работе». Наверное, нет разницы. Главное, чтобы был план, как это поможет и что делать дальше. Я согласен с вашим преподавателем. Хорошо, когда есть план, и когда ты движешься, ты понимаешь, что ты вообще, вот зачем ты сюда стал, что ты из этого мотива хочешь извлечь. Если его нет, не торопитесь, подумайте, постойте и поразмышляйте, как вы будете вести работу, что будет главным, что второстепенным, что будет прописано, что не прописано, уйдет куда-то там, я не знаю, в условность. Очень помогает с собой носить блокнотик и делать композиционное решение, прям не сходя с места. Не торопитесь прям сразу за холст, замазывать. Ну, делайте почеркушки какие-то, прям, я не знаю, ну, карандашом, с целью разбить все это на составные, на пятна, которые будут у вас в мотиве, ну, над которыми вы потом начнете работать в цвете. Когда все разобрано по пятнам, и когда они сложены, эти пятна, в какую-то мозаичную игру, когда они уже интересны своей неодинаковостью, на такие рисунки классно смотреть, они притягивают, и хочется писать, глядя на рисунок. На фото не всегда, а на рисунок – да. Так что я за то, чтобы вы делали почеркушки, наброски перед тем, как начать работать. Начинай от самого тебе понятного. Ну да, ты цепляешься за что-то, раз самое светлое, раз к нему еще что-то светлое, смотришь, как теплохолодность, какие цвета ты, да, замешиваешь, кладешь, к ним подстраиваешься дальше. Самое темное, все темноты, все светлоты, и между ними диапазон широкий, ты начинаешь выкладывать эту красоту. Мазефак немного подумал над темой «необидчивый художник» и сделал вывод, что нельзя обсуждать личность, конечно, самого человека-художника, тем более обзывать, унижать. Вот его произведения можно обсуждать, ну да, согласен, высказывать свое мнение о сюжете, эстетике, эмоционально-чувственной наполненности. Порой нужно подсказать, как исправить явные ошибки, нечаянные ляпы, незамеченные художником упущения. Вывод: личность критиковать нельзя. Критиковать произведение можно и нужно, если объективно и обоснованно. Обижаться художнику или нет – это его дело. Зависит от склада характера и развитости аналитического ума. Да, согласен с вами полностью. И, что мы знаем
вообще, например, о Руми. А мы знаем его поэзию, читаем стихи, там, и это относит нас куда-то, в какие-то небесные дали. Он сам говорил, что пусть мое творчество будет всех интересовать, ну, я не цитирую буквально, и пусть о моей жизни будет ничего не известно. Мы разные, кто-то вспыльчивый, кто-то не очень, наоборот, там, ну и что? А в период, когда человек берется за кисти и становится к холсту и творит нам, или нажимает на клавиши, или там пишет стихи, он подключается к мощи, энергии Вселенной, и он преображается. Вот что важно. Вот в этот момент он наиболее красив. Он естественен, он силен. Потому что через него хлещет этот поток любви и выходит через, я не знаю, произведение, в каком бы он жанре ни находился. Вот это интересно. Почему? Потому что это является указателем к тому, чтобы зритель, слушатель там, и так далее, читатель, глядя, смотря, слушая что-то, испытал тот же самый, срезонировал, то же самое испытал. Он становится ближе к начальству, ближе к себе, он узнает себя. Не забывайте, друзья, подписываться на канал, если вы это еще не сделали. Нажимайте кнопку «Нравится», если нравится, и делитесь с друзьями. Предлагаю вам посмотреть еще одно кино, называется «Рисунок и живопись». Ну, пока.